Здравствуйте, канал Masters of Body приветствует вас снова. И сегодняшний выпуск мы посвятим растяжке. Мифы, предупреждения, предубеждения и реальная польза. Проработаем каждую группу мышц и покажем, как ее правильно потянуть во время тренировки. Поехали! Итак, начнем мы сегодняшнюю растяжку, естественно, с самых больших мышц. Это с четырехглавой мышцы бедра, с квадрицепса. И сразу же хочется упомянуть о главном мифе, который бытует, особенно среди представителей групповых занятий, групповых тренировок, о том, что мышцу нужно тянуть после каждого подхода. Ребят, это не совсем правильно, не совсем есть хорошо. Если человек поставил своей целью набрать мышечную массу, то совсем не обязательно после каждого подхода тянуть мышцу. Наоборот, можно поддержать ее в этом налитом состоянии. Фасция, наполненная кровью, дает больший эффект. И поэтому растяжку можно сделать аж в конце целого подхода, в конце всего упражнения. Но также можно использовать растяжку в начале тренировки, для того, чтобы избежать травматизма ненужного во время тяжелых подходов, например, с тяжелыми приседаниями, тяжелыми жимами лежа. То есть это просто инструмент, растяжка. Такой же инструмент, как и любое другое упражнение. Поэтому как его применять, зависит от вашего тренировочного комплекса и от цели ваших тренировок. Сейчас Андрей вам демонстрирует, нагружает четырехглавую мышцу бедра. И сейчас мы будем вам показывать самые простые способы, самые нехитростные, бесхитростные, как эту мышцу слегка потянуть. Например, будем подразумевать более скорое восстановление и, опять же, избежание травм. Так, первое, самое простое и вообще принцип растяжки: после каждого действия идет противодействие. Например, разворачиваемся к тренажеру спиной, закладываем ногу и даем воздействие на четырехглавую мышцу бедра. Произвольно наклоняем корпус, вот, мышцы чувствуют растяжку. Делаем это до тех пор, пока вы не будете испытывать явного дискомфорта. По чуть-чуть, не надо это делать долго, достаточно, Андрей, встаем. И вторую ногу можно делать за 2-3 захода. То есть не увлекайтесь, не перерастяните себе суставы и связки. То есть чуть-чуть потянули фасцию, пропустили, все нормально, мышца продолжает восстанавливаться. Второй, как правило, второй заход получается более мягким, более щадящим. То есть с первого раза растянуть или сесть на шпагат ни в коем случае не пытайтесь. По пару раз. И еще один вариант на коврике, если вам позволяет ваша гибкость. То есть также можно делать, применять. Он очень простой, не требует никаких специальных навыков. Аккуратненько сели, растянулись, потянули слегка, буквально несколько секунд, выровнялись. Опять сделали глубокий вдох и старайтесь сделать это движение на выдохе. Сейчас, Андрей, сделай вдох и на выдохе тянемся, медленно выдыхаем, мышцы так легче расслабятся. Все, растянулись, достаточно. Сделали отдых, попили воды и можно переходить к наращиванию весов и к следующим подходам. Итак, следующая мышца, которая относится к большому мышечному массиву, то есть к нашим ногам, это двуглавая мышца бедра, он же сгибатель. Как правило, вот она прям просится потянуться, хочется потянуть приводящую, двуглавую. Поэтому, опять же, можете сделать это после 3-4 подхода. Можете делать после каждого, как вам подсказывают ваши ощущения. Движения, направленные на растяжку, будут также самыми простыми. Тут не нужно ничего изобретать. Если вы ранее занимались какой-нибудь гимнастикой или единоборствами, можете попробовать шпагаты, полушпагаты. Если же нет, сейчас Андрей покажет, что можно сделать простого. Встали. Одну ножку вперед, вторая нога не мешает, потянулись, на выдохе. Раз, два, три, выровнялись. Аккуратно, не спеша, чтобы голова не кружилась. Поменяли ногу. Опять на выдохе потянулись, колено не сгибается. Со временем вы и спину будете держать ровнее. И так по пару заходиков. Всегда помню, что с первого раза у вас не получится сделать много. Второй заход, видите, уже спина ровнее. Да. И вторую ногу также дублируем. Вдох и на выдохе медленно потянулись.
Ну и голень. Куда же без нее? Эта мышца особо важна чем? Она у нас участвует постоянно в нашей повседневной работе. Ходим, прыгаем, поднимаемся на ступеньки. И очень часто действительно эта мышца спазмируется. Особенно у девчонок, если они ходят на каблуках. Поэтому вот здесь как раз будет растяжка особенно важна. Обратите внимание, здесь очень сильно участвует в работе голеностоп. И чтобы он был более подвижным, чтобы избежать травмоопасности в дальнейшем при выполнении неважно каких упражнений, силовых или аэробных, то есть сделав подходик, например, на икроножные мышцы, делаем небольшую растяжку. По тому же принципу. После какого-то действия даем противодействие. Вот Андрей становится и задает для голени максимально возможный угол. Нога ровная. Вот. Идет от колена, выравниваем его, корпус подается вперед, и вот он растягивает икроножную мышцу. Постоял несколько секунд, приготовил вторую ногу, сделали глубокий вдох и на выдохе опять даем обратное противодействие предыдущему действию. И так повторяем по пару раз. На выдохе нога ровная, спина практически тоже, видите, прогиб в пояснице, никаких горбов. И вторую ногу также максимальный угол. Потянулись. Все очень просто, незамысловато, но эффективно. Следующий большой массив – это верхний массив спины. О нижнем говорить не будем, этому у нас посвящен предыдущий выпуск, полностью растяжки поясницы. А здесь у нас участвует широчайший, большая, малая, круглая, ромбовидный, низ трапециевидных. То есть много-много разных мышц участвуют в этой работе, как в горизонтальных тягах разных, все не будем показывать, также и вертикальных. Этот мышечный массив, в отличие от других, не так чувствует вот эту вот забитость во время тренировки, но это ощущение немножко обманчиво. Мышцы спины начинают спазмировать гораздо позже, на следующий день, бывает через день, особенно людей, которые долго находятся за рулем или у которых другого вида сидячая работа. Поэтому также важно слегка потянуть верхний массив спины. Даже если не после каждого подхода, то как минимум после упражнения дать легкую растяжку. Сделали действие и теперь небольшое противодействие. Вот Андрей показывает, как он вытягивает мышцы широчайшие, растягивает. Немножко под разными углами тянет, добавляет вариативности. Добавил диагональных скручиваний. Как всегда, все очень просто, понятно. Избегаем резких движений и стараемся каждое движение, направленное на растяжку, делать на выдохе. Просто и эффективно. И следующий большой мышечный массив, очень важный, это грудные. В прокачке грудных у нас всегда и дельта участвует, и трицепс, но об этом чуть попозже. Мы не будем показывать множество упражнений, но напомним, так как у нас есть верхний участок грудной мышцы, средний, нижний, если так условно разделить, то и под разными углами будем тянуть проработанную мышцу. Для того, чтобы потянуть среднюю часть, руку выставляем на уровне плеча. Вот. Однозначно согнутый локоть, обратите внимание. Если сделать неправильно, выровнять локоть, вот, у вас пойдет нагрузка на локтевое сухожилие. Это не совсем правильно, это уже другая часть, это отдельный разговор. Теперь чуть согнул, видите, нагрузка перешла на грудную мышцу. И здесь ни в коем случае ошибка, это когда начинают люди дергать. Покажи, как нельзя, Андрей. Бым, бым. Вот этого не делайте. Это может перед этим утомленное плечо дернуть и повредить вам сустав. То есть вы стали также на выдохе, поехали, выдох, и задержались в этом положении несколько секунд. Опять потянулись, поменяли руку, включили локоть, сделали глубокий вдох и на выдохе подержали мышцу в растянутом положении. Повторили еще по одному разу. Выдох, раз, два, три, и еще один разочек.
Вторая рука. Раз, два, три. Если же вы прорабатывали нижнюю часть груди, значит, нам надо взяться снизу вверх и направить нагрузку практически таким же образом. Вот, пошла вниз нагрузка, как можете видеть. Вот пошли нижние волокна. Вот. Также на выдохе вторую руку просто меняем направление силы, вектор снизу вверх. Тянем, вот она пошла. И также можно сделать сверху вниз. Вот, возьми здесь, Андрей, за эту штучку. Хорошо. Вот. Вот, пошла работа. Смотрим, да? Поменяли вектор направления силы. И таким образом мы можем растягивать, неважно какой напрямок, нижнюю, среднюю, верхнюю часть. Фасция потянулась, кровоток улучшился, мышца быстренько восстановилась. Без резких движений, на выдохе, плавно и приятно. Естественно, после грудных идет на очереди у нас трицепс. Закачанный, забитый трицепс. Это ощущение приятное, но если вы хотите добавить веса и тренировка у вас еще продолжается, а фасция забита, не дает вам это сделать, легкая растяжка. Конечно же, если у вас есть возможность, вам может помочь в этом напарник. Он может вас взять за руку, массажист, доктор клуба и помочь потянуть. Но напарник не всегда есть. Напарник вам может также помочь, давай руки, потянуть грудные мышцы. Ну, это если вам повезло. Мы же вам пытаемся показать те варианты, которые вам позволят самостоятельно это сделать. И вот, самый простой вариант. Кулак закладываем под основание черепа. И теперь головой сам себе человек помогает, бочком покажи нам, потянуть трицепс. Вот, самый простой способ. Потянули, и голова воздействует на кулак, на рычаг, и растягивается. Вот смотрите, пошла растяжка, мышца делится, живо. Либо же берем любой упор, рядом тот же тренажер, и массой тела на выдохе также воздействуем на рычаг. Вот он пошел, сечется, растягивается. И второй, делаем вдох, и на выдохе тянется. Кстати, широчайшее также, трицепс, очень неплохое, хотя и на первый взгляд очень простое упражнение. Теперь коснемся передней дельты. Хотя эта мышца мало у кого прям так забивается, чересчур сильно. И у девчонки тоже мало, не сильно много уделяют ей внимания. И вопросов именно по растяжке этой мышцы меньше всего у людей возникает. Но это именно для здоровья очень важно. Почему? Потому что во время этих работ очень часто страдает вот этот вот суставчик. И если мы не будем немножко растягивать, то есть давать как бы запас прочности, в дальнейшем может возникнуть травма. Поэтому, выполнив подход, движение напоминает растяжку, как после проработки грудных. Берем кулак, упираем. И вот она у нас пошла, мышца. Опять же, на выдохе, без резких движений. Чуть-чуть потянули, как воздушный шарик. Перед тем, как надуть, его немножко надо порастягивать. Это позволит в дальнейшем улучшить наполненность этой мышцы и предотвратит возможные травмы. Вот, максимальный рычаг. Вот пошла мышца, сильно не выкручиваем. Андрей показывает уже чудеса растяжки. Вот у него хороший плечевой пояс. Потянулись, этого будет вполне достаточно. Задняя дельта. Почему мы пропустили среднюю? Очень мало людей, у которых она так забивается, что невозможно продолжать работу. В отличие от задней. Она у нас прикрепляется больше к массиву спины. И очень часто вот в этом промежутке возникает некий спазм, который, ну, некоторым даже дает слишком болевые ощущения. И чтобы их избежать, тут всего есть пару движений, очень простых и очень действенных. Сейчас Андрей вам их покажет. Здесь вам даже не нужен напарник. То есть первое, самостоятельно. Вот он встал и воздействует опять же на выдохе своей собственной рукой. Поехали. На рычаг. Оп. И вот она у вас пошла в растяжке. Тянется. А под круглую, вот крепление наружное, все потянулись. Одну руку и вторую. И второй вариант с помощью упора жесткого, неважно какого. Также
Это позволяет вообще расслабиться еще больше, не мешать второй рукой, не напрягаться, просто встали, выдохнули, закрыли глаза и на несколько секунд расслабились. Также можно использовать это движение, в принципе, для растяжки всего верхнего массива спины. И бицепс, куда же без него. Мышца, которая забивается, особенно при памповых тренировках, очень сильно. И иногда, если ее не потянуть вовремя, то продолжение тренировки становится слегка затруднительным и проблематичным. Движение простое, так как упражнение это односуставное, в основном на бицепс, поэтому и движение для растяжки максимально простое. Но, сейчас вам Андрей покажет, здесь особенно аккуратно, так как сустав локтевой у нас все-таки будет, в отличие от предыдущих, которых мы показывали, растянут. То есть избегаем резких движений, чтобы не повредить сухожилие, там где-то бицепс крепится. Поэтому очень мягенько на выдохе растянули на небольшой амплитуде. То есть не пытаемся глубоко его растянуть, это не нужно. Фасцию потянули, кровь пошла, мышца восстановилась. Не переусердствуйте. Видим, да? Все, растянулось. Не нужно никаких огромных амплитуд и, не дай бог, резких движений. Берегите локти, берегите плечи. Этого будет вполне достаточно. И последняя тема сегодняшнего выпуска – это пресс. Существует много противоречий. Одни считают, что его надо растягивать, другие считают, что его не обязательно растягивать, потому что не всем удается в принципе довести его до спазма и до боли в мышцах. Кстати, как вы считаете, напишите в ваших комментариях, нам будет интересно знать ваше мнение. Стоит его растягивать или не стоит? Доводили вы свои мышцы брюшного пресса до спазма или не доводили? Для тех же, кто все-таки хочет попробовать его потянуть, и у вас получается закачать эти мышцы, простое движение, опять даем противодействие. Прогнулись, максимально опустили таз, расслабились и обратно вернулись в исходное положение, чтобы набрать полную грудь воздуха. И еще разочек, растянули, выдохнули, расслабились и вернулись. Количество таких растяжек, естественно, индивидуально. Все зависит от того, насколько вы его закачали. Мы уверены, что наши рекомендации будут для вас полезны. Андрей показал, продемонстрировал весь этот нехитрый комплекс. Еще раз напоминаем, наша цель была показать вам максимально простые приемы, которые помогут улучшить результаты ваших силовых тренировок. Пишите в комментариях ваши предложения, ваши замечания, наблюдения по поводу тренировок. Что вы как растягивали, какие получали эффекты, положительные либо негативные. Вот. Благодарим еще раз клуб Orange, который нам помогать вам. И до новых встреч. Константин, Андрей и Дмитрий. Журавлев.